Всем привет! Сегодня мы обсудим, как убрать боли внизу живота, отдающие в пах или в поясницу при помощи обычного мячика. Дело в том, что эти боли очень часто идут из зажатых прямых мышц живота. И очень удобно продавить их при помощи какого-нибудь округлого объекта. Теннисный мяч для этого может быть маловат. Лучше всего использовать мячи среднего размера, но также подойдут и мячи размером с футбольный или баскетбольный мяч. Еще одним преимуществом данной позиции является очень хорошая растяжка, тракция в области поясничного отдела позвоночника. То есть вы сразу и прорабатываете мышцы живота, и также доходите давлением до глубоких мышц, таких как подвздошно-поясничная, и даже иногда до квадратной мышцы поясницы, плюс происходит хорошая растяжка позвоночника. Будьте внимательны, не используйте эту процедуру во время месячных, беременности или острых воспалительных болей в животе, к примеру, аппендиците. Предварительно поставьте мяч между пупком и лонным сочленением на живот. Плавно придерживая, положите его, к примеру, на стол. Сделайте опору на 2 руки и 2 ноги и, делая ноги более мягкими, потихонечку опускайтесь на мяч, без резких движений. Если вы почувствуете пульсацию, которая может исходить из брюшной аорты, или острую боль, то немного сместите позицию мяча. Далее плавно и глубоко опускайтесь на мячик, пока он полностью не продавит живот. Если вы почувствуете тянущую боль, которая вам очень знакома, фактически ваши симптомы, это как раз то, что нужно. Останьтесь на мяче примерно 1,5-2, иногда даже 3 минуты. В норме боль должна начать уменьшаться, и когда она полностью пройдет, поднимитесь с мяча, переложите его немного вправо или немного влево и повторите процедуру. Уходите снова в глубокое продавливание и посмотрите, будет ли снова появляться боль. Если боль снова появляется, то также подождите 1,5-2 минуты. Когда вы уже продавили мышцы мячиком, не перемещайтесь и не двигайтесь. Если вам нужно изменить позицию мяча, то снимите давление, переместите мяч и снова плавно опуститесь. Все зоны для продавливания мячом находятся ниже пупка, либо под ним, либо справа, либо слева. Если вы будете уходить выше пупка, там находятся паренхиматозные органы, которым может быть не очень приятно и хорошо от такого массажа. Ниже пупка вы фактически будете воздействовать на мышцы и немного на кишечник. Но не бойтесь за кишку, ничего с ней не произойдет, поскольку кишечник очень мобильный и скользкий, он уходит от давления. Поэтому таким образом вы можете проработать болевые мышцы, которые очень часто отдают в пах, в ягодицы, могут отдавать в нижнюю часть поясницы. Также это могут быть боли в пояснице при менструации, но, еще раз повторюсь, делайте это вне менструального цикла. Используйте эту технику и будьте здоровы! Увидимся!